Мы, конечно же, посмотрели новое видео восходящей звезды социальных сетей Александра Лунина. Во втором ролике Лунин продолжил ставить рекорд по экстремизму на каждую секунду материала. Лунин требует, чтобы Путин его выслушал, узнал, что в армии на самом деле творится, ведь если этого не сделать, Путину грозит военный переворот. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Перед нами явная демонстрация нелояльности от человека, который всего себя инвестировал в Путина и его войну. И это действительно довольно интересный момент. Ведь молчаливая лояльность граждан, которые войну вовсе не замечают, и армия, которая послушно гибнет в мясных штурмах безо всяких перспектив, и, кажется, готова там гибнуть вечно, это столпы, на которых во многом держалась идея, что Путин может воевать вечно. А значит, воевать с ним, мол, бессмысленно, его невозможно победить, и надо капитулировать. Если описать последние несколько месяцев коротко, то это время, когда все такие столпы начали разрушаться. Когда ресурсы Путина, экономические, управленческие и политические, казавшиеся бесконечными, стали пропадать. Прежде чем мы подробно поговорим и об этом, и о явлении Лунина, напомню, что в описании есть ссылка, как обойти блокировки интернета. В том числе там есть разбор бесплатных способов. Спонсирует эту инструкцию VPN Liberty, сервис, которым пользуется уже 95 тысяч человек. Главная идея, которая возникла почти сразу, как только Киев за 3 дня снялся с повестки дня, звучит так. Путин может воевать вечно, а вы — нет. В широком смысле вы и сама Украина, и ее союзники. Западным союзникам Украины Путин говорил: у вас политического ресурса не хватит со мной воевать. У вас есть выборы, есть избиратели, а у меня нет ни того, ни другого. Не через год, так через 2 ваших избирателей задолбает помогать Украине. Тут скандал, там кризис, здесь развал правительства. Рано или поздно так сложится, что у вас победит свой Орбан или Трамп. А я на своих 12 квадратных аршинах сидел и сидеть буду. Я вас просто переживу. В Украине же транслировалась другая мысль. Вы ведете войну на своей территории, а я на вашей. Дальше Белгорода, Брянска и Курска вам не дострелить. У вас в Киеве будет воздушная тревога каждый день, каждая зима без тепла и света. Раньше или позже ваш народ перестанет это выдерживать и заставит вас сдаться. А у меня в Москве будет лавандовый раф. Всем абсолютно плевать на тех спившихся грузчиков, которых я на войну отправлю за миллион другой. В Пензе, Казани, Челябинске никакой войны не будет вовсе. Войну, которая не существует для 90% граждан, можно вести вечно. Войну же, которая каждый день приходит к каждому жителю, не получится вести годами. Вы сломаетесь, я вас дожму. У вас же нет ровным счетом никаких способов сделать войну для меня проблемной. И нельзя сказать, что эти путинские аргументы как-то оторваны от реальности и звучат неразумно. Не просто так на них много совсем не глупых людей повелись. Путин стал президентом в те поры, когда Эммануэль Макрон еще университет заканчивал. Через год президент Макрон уже сдаст свои полномочия по Конституции, а Путин все еще будет тут. Действительно, чем дальше, тем политически сложнее западным лидерам поддерживать Украину. Одни новости накладываются на другие. Избиратели потихоньку забывают, кто на ком стоял, кто на кого напал. Острота темы уходит, основные переживания на совершенно другие темы. Тут и там растут в рейтингах и побеждают на выборах агрессивные популисты, более или менее близкие к Путину. Когда в Кривом Роге прилетает и взрывается, а в Екатеринбурге нет, это действительно большая разница. Если война не более чем картинка в телевизоре, то ее действительно можно вести гораздо дольше, чем если ваши города оказываются без тепла и света, где гибнут каждый день гражданские. Те, кто считал, что Путина нельзя победить на поле времени, что он всех непременно пересидит и переживет, не на фантазиях свои представления строили. Так могло казаться по вполне объективным причинам. И подобные мысли очень знатно бьют по морали. Никто на свете не любит заниматься обреченными делами,
А воевать с бессмертным – дело абсолютно обреченное. Такая постановка вопроса, ко всему прочему, делает бессмысленными разговоры о реальных фронтовых успехах и продвижениях. Не имеет значения, насколько ты продвинулся за месяц или за 2 года, если впереди у тебя вечность. Ведь война тебе карман не тянет. Именно в начале года, а особенно в последние несколько месяцев, произошли ключевые перемены. Именно в тех обстоятельствах, которые, казалось, позволяют Путину воевать вечно. Разберем это подробнее после небольшой рекламы иммиграции в Америку. Вполне в тему текста. Сегодня политика Трампа вызывает много вопросов. Но, несмотря на это, Америка по-прежнему самая привлекательная страна для иммиграции, причем с огромным отрывом от других направлений. Все потому, что США – это страна, буквально построенная иммигрантами и привыкшая привлекать таланты со всего мира. Даже когда были введены квоты после Первой мировой, высококвалифицированных специалистов они и тогда не касались. И сегодня для таких специалистов существует аж несколько программ иммиграции в Соединенные Штаты. Различные визы талантов, рабочие визы, визы инвесторов. Проблема в том, что американское миграционное законодательство довольно запутанное, и разобраться в критериях каждой из программ довольно трудно. А что легко, так это недооценить собственные шансы на получение визы. Поэтому лучше обратиться к специалистам, которые проверят, подходите ли вы хотя бы под одну из программ. Например, можно обратиться в компанию «Мигратор». Там работают адвокаты с лицензией США и опытом от 15 лет. У «Мигратора» очень хорошая статистика одобрения петиций – 95% успешных кейсов. А все потому, что компания не берется за бесперспективные случаи и не дает ложных обещаний. Вам прямо скажут, есть ли у вас шансы на визу или нет, еще на первой бесплатной консультации. «Мигратор» – одна из немногих компаний, которые дают клиентам гарантию. Вы получите одобрение петиции на визу или вам вернут деньги в полном объеме. Это будет прописано в договоре. Так что, если давно мечтали переехать в США, записывайтесь на бесплатную оценку шансов по ссылке в описании. Продолжаем. Мы говорили, что изменились обстоятельства, которые, казалось, позволяют Путину воевать вечно. Украина теперь систематически бьет по российской территории. Это больше не имиджевые удары, вроде атаки по Кремлю в конце 2022 года. Нет, Украина системно и последовательно выбивает инфраструктуру переработки нефти. Не так важно даже, в каком количестве регионов и в каких масштабах прямо сейчас ввели ограничения на продажу топлива. Кризис определяется не этим. Кризис определяется тем, что сотни беспилотников летят на страну каждый день. Тем, что удары Украины покрывают территорию от границы до Урала. Какой бы ситуация ни была сейчас, через неделю она будет хуже, а через месяц станет еще хуже. Хоть сколько ты дроны эти не отбивай, они все равно будут прорываться в достаточном количестве, и НПЗ будут гореть. Когда из 39 НПЗ встало 3, с этим можно жить. Когда 10, жить уже сложнее. Когда выбьют половину переработки или больше, когда выбьют всю переработку в европейской части страны, тут уж точно никакие специально обученные блогеры не помогут. И закупка каких-то смехотворных совершенно объемов топлива в Беларуси и Казахстане не поможет тоже. Тут речь уже будет идти не о лимитах, тут топливо просто исчезнет из продажи на колонках в принципе. У продолжения войны на день, неделю, на год теперь есть совершенно осязаемое и неизбежное последствие. Теперь нельзя сказать, что война идет в Константиновке, а в Рязани они и знать не знают. Теперь война ощущается по всей стране, включая Иркутскую область. В Забайкалье нынче ввели лимит на отпуск топлива в 15 литров, которого, дай бог, хватит чтобы скутер заправить. Но к уничтожению НПЗ, которое ведет к топливному кризису, все не сводится. Это пока Украина в основном сконцентрирована на ударах именно по этой индустрии. Но вот сегодня российская Минобороны отчиталась об уничтожении 660 беспилотников. Очевидно, Украина наращивает производство дронов и ракет. Очевидно, что российское ПВО от их количества уже захлебывается и исчерпывает себя. А значит, через месяц, 2, может через полгода Украине уже не придется концентрироваться на чем-то одном. Она сможет атаковать сразу много целей. Что это будет? Промышленные предприятия, электроподстанции, насосные станции, логистические центры, транспортная инфраструктура – неизвестно. С таким количеством дронов Украина может достичь такого превосходства в воздухе над Россией, что решение о том, что и как будет въезжать в Москву и будет ли в ней электричество, будет принимать Зеленский.
Не факт, что все будет так. Как все будет, мы не знаем. Но факт в том, что всеобщая уверенность, что хоть 5-й, хоть 10-й год войны в Москве не будет отличаться от 1-го и 2-го, теперь точно серьезно пошатнулась. Мы точно знаем, что через год война не будет выглядеть так, как сейчас. На фронте будет выглядеть точно так же. Но внутри страны ситуация будет кратно хуже. Последствия войны будут гораздо ощутимее, а справляться с ними будет гораздо сложнее. Надежда на то, что можно воевать по-сталински, просто закидывая противника телами, но воевать при этом наемниками, каждое тело покупая за 5 хороших годовых зарплат и избегая мобилизации со всеми некрасивыми ее сценами, на практике оказывается очень уж не вечной. Можно рыночную экономику поставить на службу войне, но нельзя победить законы рыночной экономики. Рано или поздно вы столкнетесь с тем, что у предложения сгинуть в мясном штурме спустя неделю с подписания контракта есть предельная рыночная цена, что с дальнейшим ростом выплат уже не растет число желающих. Тем более, когда репутация вашей войны по стране быстро расползается. Когда все вдруг узнают цену вашей работе водителем в тылу. Когда каждый без исключения начинает осознавать, что деньги эти – это плата за смерть, и не больше. Сцены, которые мы наблюдаем в Пензе, неизбежно будут распространяться по стране. Мобилизация, а значит все беды, которые к ней прилагаются, неизбежна, потому что никому еще не удавалось победить арифметику 2-го класса. Если фронтовые потери у вас растут, а экономические стимулы не могут увеличивать приток новобранцев хотя бы в сопоставимых масштабах, то дефицит людей придется как-то и чем-то закрывать. Приток, конечно, не до нуля упадет. Страна у нас большая, с ухудшением экономической ситуации все больше людей будут обнаруживать у себя на пороге коллекторов. Каждый день полиция кого-то задерживает за закладки, за пьяные драки, за кражи. Эти люди в значительной своей части тоже будут стабильно пополнять фронт. Но фронт людей переваривает в совсем иных масштабах. Фронт уже переварил всех сидельцев, способных держать автомат. Фронт уже переварил ту армию, которая в Украину вторглась. Переварил первоначальный поток желающих подписать контракт. Все низковисящие фрукты уже сорваны. Воевать таким образом, чтобы участвовали только желающие, просто не выйдет. А это, опять же, значит, что в очень обозримой перспективе война для каждого российского мужчины, для всех его родственников и окружения начнет выглядеть совсем иначе. И не только потому, что дроны под окном бахают. До кого не дотянется дрон, к тому придет военком. Это касается и бюджета, и экономики. Иллюзия способности Путина воевать вечно работает только при условии, что деньги у него бесконечные. Теперь же консенсус, с которым мало кто спорит даже на официальном уровне, сводится к тому, что дефицит федерального бюджета вышел из-под контроля. Консенсус этот теперь уже закреплен законодательно. Правительство самому себе разрешило одалживать сколько влезет, изменять основные параметры федерального бюджета, не меняя закон. Государство теперь тратит и одалживает деньги, не просто ни перед кем не отчитываясь, но даже никому об этом не сообщая. И это происходит не от хорошей жизни. Это происходит потому, что баланс доходов и расходов разъезжается быстрее, чем возможно переверстывать закон. Иллюзия о способности Путина воевать сколько угодно удерживалась на нескольких столпах. На отсутствие видимых последствий войны для абсолютного большинства граждан. На отсутствие мобилизации и на избыточных ресурсах, способных, как казалось, покрывать любые убытки. Теперь понятно, что все 3 столпа исчезли. Последствия есть, денег нет. Угроза мобилизации реальна, как никогда прежде. А вместе с этим исчезает последний ресурс бесконечной войны – политический контроль. Мы с вами уже пережили 2 поразительных явления. Как одним днем, одним постом в заблокированном Телеграме, одним видео в экстремистском Инстаграме политическими звездами становились самые неожиданные люди – Илья Ремесло и Виктория Боня. В один момент оказалось, что идеи Путину ласты завернуть у одного и прогнать государство из интернета у другой вызывают настолько живой отклик, что рассуждать о рейтинге Путина и Единой России, об их перспективах на выборах становится как-то неловко. Скрытое от официальной социологии недовольство настолько масштабно и реально, что становится ясно. В системе, которая четверть века обеспечивала Путину молчаливую лояльность большинства, что-то очевидно сломалось. Но Боня и Ремесло — это люди хотя бы гражданские. Боня вообще обложилась всеми молитвами и специальными фразами, чтобы никто даже не подумал, будто она тут против первого лица что-то имеет. Теперь появилась новая звезда соцсетей — Александр Лунин.
Человек, который, вообще говоря, от симпатии тех, кто до этого слушал Боню, должен быть максимально далек. Он мало говорит о каждодневных бедах обычного городского жителя. Он рассказывает о проблемах тех, на кого всем всю дорогу было наплевать. О проблемах российских военных. Ну мало ли у нас было обращение от военнослужащих. Мобилизованные массово жаловались, что их гонят на убой без подготовки. Всякие драноводы жаловались на то, как с ними там расправляются всякие пузики. Уж истории о пытках и вымогательствах, видосов с жалобами и живыми свидетельствами столько, что не пересмотреть. Да никто особо и не смотрел, кроме разве что нас с вами, Майкла Наки и изданий вроде Верстки и Астры. В основном же военные со своими бесконечными проблемами от остального общества отделены непроницаемым барьером. Со времен провала Пригожинского мятежа жанр обращения к Путину с угрозами от человека в камуфляже обывателей не интересовал вообще. Все это были сугубо проблемы маргинального сообщества. Тут же у нас возникает пассажир, чью фотографию можно ставить в качестве иллюстрации слов «маргинал» и «непутевый». Он там язычник и любитель околонацистской символики. Все на свете сомнительные регалии собрал. На взгляд нормального человека Лунин — такой пассажир, которого если в баре видишь, то идешь искать другое место для досуга. Классический траблмейкер, которого участковый видит чаще, чем жену. И вот он требует встречи с Путиным, рассказывает о грядущем военном перевороте. В обращении до этого срываются всяческие покровы с реального положения дел на фронте, с пропаганды и вообще со всего, что сейчас собой режим представляет. Вместо того, чтобы привлечь только внимание санитаров, тирады Лунина вызывают живейший отклик. На его новом обращении к Путину 12 миллионов просмотров! Да и предыдущее обращение, о котором мы говорили буквально на днях, посмотрели уже 5 миллионов человек. Опять же, в насмерть заблокированном экстремистском Инстаграме, который был забанен, запрещен и предан анафеме еще в первый же месяц войны. Лунин явно задевает какой-то народный нерв. В его словах, каждая из которых вполне себе тянет на несколько тяжких статей, есть какое-то отражение настроений, которые реально царят в обществе на середине 5-го года войны. Еще год назад нечто подобное, скорее всего, потонуло бы в каких-то узконаправленных чатиках. Если бы мы даже и узнали об этом обращении, то из традиционных обзоров Z-телеграмма. О нем бы узнали только те, кто по уши ушел в сбор и анализ информации о войне и настроениях на фронте. А сегодня Лунин — своего рода медийный феномен. Не говоря ничего нового по содержанию, он сказал это так, сказал в тот момент, что сразу стал звездой. Почему он вдруг людям нравится? Почему люди вдруг хотят слушать о военном перевороте? О какой управляемости системы, о какой общественной лояльности может идти речь, если человек говорит об ужасном конце, а миллионы людей эту перспективу явно предпочитают тому, что считают ужасом без конца? Военный переворот у нас имеет высокий рейтинг. Всякие профильные издания рассуждают, как губернаторам немножко снижают KPI по явке и где-то по результату Единой России. В то время как человек с рассуждениями о военном перевороте становится звездой. Еще год назад казалось, что у Путина есть все, чтобы если не выиграть войну, давно понятно, что это невозможно, но хотя бы продолжать ее вести всю обозримую перспективу. Теперь же непонятно, что у него для этого есть. У него нет денег, нет людей. У него кризис за кризисом, а идея «давайте соберемся вояками и порежем начальство» явно имеет опору в общественных настроениях. Теперь же даже не то, что война непонятно на чем держится. Теперь же не очень понятно, на чем, кроме чистой инерции, держится сама конструкция власти. Раз уж зеркало настроений выглядит так, как Лунин в экстремистском Инстаграме. До завтра.